Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами напишем цветочек ириса. Холстик у меня 35 на 25. Будем писать мастихином. Так получилось, что у нас неделя мастихина выдалась. Красочек, как видите, совсем немного. Ну и приступаем к работе. Берем фиолетово-розовый хинокридон с белилками. Приблизительно намечаем середину холста. Наш цветочек основания, откуда будут выходить все лепестки, практически, да, видим, в центре холста находится, слегка смещен вправо, под наклоном. Большой нижний лепесток у нас практически полностью находится, ну там слегка выходит в правую часть, да, клеточку. В основном он весь находится в левой нижней части нашей разметочки. Немного меньше, как бы половинку листочка мы видим справа, что по сути представляет собой цветок ириса. Это у него 6 лепесточков, 3 из них через один вверх загнут, один вниз, следующий вверх и вниз. И вот так вот мы показываем, значит, большой наш этот вниз опущен, следующий вверх, да, который мы видим, вот этот половинка вниз, и так, и сзади вот верхнего цветочка мы наметили так вот линиями волнистыми слегка намечаем. Ну, смотрим примерно пропорции, главное, запоминаем, чтобы у нас самый большой у нас листочек должен быть вот этот нижний, который хорошо видно. Остальные все поменьше. То есть пропорции смотрим, не забываем. И внизу у нас там такой полураскрывшийся бутончик. Красочки полусухой кистью, втирающими движениями, зеленый, умбра жженая. Намечаем наш фон втирающими движениями. Кисть лежит к холсту. В верхней части холста у нас фон будет посветлее. Уже как бы, ну, примерно можно ориентироваться на половину. Да? Ниже половины холста уже можно делать темнее. Также можно фон сделать, кто смотрел мастер-класс «Цветы в чашке». Там мы пальчиком такие солнечные зайчики-блики наносили. Можно, в принципе, верхнюю часть холста сделать вот так. Тоже будет очень интересно, красиво. И так вот пятнышками, растирая между собой, их наносим цвета. Зеленая у меня оливковая, но это не принципиально. Можете взять, как бы, ну что у вас есть, травяная зеленая можно. Умбра, если чересчур светло наносится, можно добавить в нее фиолетовый, будет темнее оттенок. Также поверху где-то пятнышками наносим темное. Желтый с белилами яркие где-то акценты, эти зайчики ставим. Но только пальчиком мы наносим круговыми движениями, да, они у нас более кругленькие получаются. А здесь кисточкой они такие вот размытые выходят. Кисточку хорошенько протираем, та же самое. И крестообразными движениями, широкими, резкими, в разных направлениях двигаем кисточку, не только вот что-то поставили, да, и ровные крестики чертим. То есть, ну, в различных направлениях объединяем эти цвета, как бы слегка объединяя их, смягчая, для получения более однородного тона, такого фона. Также вот зеленый, коричневый примерно кисточкой намечаю, где у меня будут выходить листья их. Листья у них простые, элементарные, то есть ровные, да, и кончик у них заостренный. Мастихин рыбка, зеленый, коричневый, слегка белилок.
такой получается оливковый, приглушенный. Плоско ставим мастихин, красочки хорошо набираем и проводим наши листочки. Если узкий получается лепесток у вас, холстик, к примеру, больше, там, естественно, и размер листа должен быть пошире. Проведите одну линию, рядом другую. Как бы двойной мазок будет такой вот, и пошире он будет уже. В этот же цвет добавляем больше зелени, как бы теневые, сверху, прям поверх вот этого светлого наносим, чтобы у нас не был лист однотонный. То есть где-то светлый, где-то темный. Заводим листья между лепестками, чтобы они у нас не были такие, что они откуда-то с воздуха начинают расти. В этот же цвет зеленый больше умбры, фиолетовый. Намечаем вот этот вот, когда, знаете, ирис распускается, он в таком бутончике, и потом у него такая как пленочка там вот остается под ним на вот этой вот ножке. Вот показываем эту зеленый бутончик, этот там вот, из которого он вырос, вот эта вот пленочка, которая осталась. Оранжевый добавляем в этот же замес фиолетово-зеленый, такой получается грязновато-оранжевый. Где-то под листочком такие оттенки могут быть. Также в этот белила добавили и одним красочки немножко набрали на мастихин. И вот видите, да, внизу, откуда все начинают лепесточки расти, там показали вот эту вот пленочку. Сейчас я вот вам показала, как мастихином по-сухому тяжело проводить. Мазочки, они тяжело-тяжело наносятся. Так что мы делаем сначала подмалевочек кисточкой. Краска фиолетово-розовый хинокридон, кобальт фиолетовый, немного белил. Сильно не пересветляем. Наносим мазочки, наносим по форме листочка. То есть они у нас выгнутые, примерно как вот форма лодочку, да, сложить. И движения кисти, все вот мазочки, они направлены к центру и плавно уходят вот к основанию цветочка, лепесточка, откуда он начинает расти. Также и движения кисточки должны быть именно вот в том направлении, как растет этот лепесток, откуда. Также в этот же замес добавили чуть-чуть белил, немного нижний наш такой полураскрывшийся бутончик намечаем. Наметили светлые лепесточки, вот эти, которые сверху, и темные. Фиолетовый, в фиолетовый можно даже умброчки добавить, потому что там он такой он у нас не на переднем плане, да, как бы не основной, его можно сильно не выделять. Кисть протираем, набираем чистые белила, но там уже замешаны фиолетовые оттенки. И вот получится такой нежно-нежно розово-фиолетовый. Здесь можно взять разбавителя, как бы, да, чтобы наносить кисточкой краску, но не переусердствуйте. То есть, слегка, чтобы красочка легко двигалась по холсту, этого достаточно. То есть заполняем наши вот эти вот верхние лепесточки, они будут светлее. Те, которые вот мы видим, да, верхний светлый, он более темный, а те, которые за ним, они посветлее будут. И вот сейчас, набирая уже такой более светлый фиолетовый, как бы он все равно темный, посветлее, чем кисточкой мы наносили, уже мы видим, что намного легче уже по подмалевку наносится красочка. Также в том же движении по направлению к серединке, к основанию цветочка наносим наши мазочки.
мастихином. Не надо закрашивать, заштриховывать, наносить полностью там. Вот он где-то остался подмалевок, пускай остается. Более будет живописно, более интересно. Также вот эту среднюю прожилочку мастихином белилами намечаем. Более темный вот здесь вот намечаем около основания, там небольшая тень падает, как бы потемнее. Также темно-фиолетовый на правом лепесточке. Белила фиолетово-розовый хинокридон сильно не вымешиваем, как бы наносим тоже, видите, по направлению к серединке, к основанию. Мастихин я ложу плоско, то есть ни под наклоном, ни под каким углом, иначе мы красочку не нанесем, а просто будем срезать ее мастихином. Нижний лепесток розовый, да, фиолетово-розовый хинокридон, можно пополам, да, нанести одну часть так, он же тоже все равно где-то там попадает более на свет, более там в тени какая-то часть. Одну можно фиолетово-розовым хинокридоном часть, другую можно добавить темно-фиолетового, как бы такого вот он уже будет, игра красок. Вот тоже смесь фиолетово-розовый хинокридон, фиолетовый кобальт с белилками. Вот эти светлые лепесточки намечаем. И опять-таки к основанию цветочка двигаем все мазочки. Фиолетовый, умбра, хинокридон наш. Виднеется там тоже бутончик, еще совсем-совсем такой не раскрывшийся. Буквально один мазочек и рядом другой. Но делайте их, знаете, как один мазочек чуть выше, а другой чуть ниже, чтобы он такой как бы в общей своей массе смотрелся остренький. Видите, вот один выше, другой ниже, и он такой как... Есть такое растение, стрелица, вот оно такими тоже длинными стрелами растет. Вот тоже такой он длинненький, остренький. Белила вот этот наш светленький замес. Умброчки чуть-чуть с розовым. Накладываем световые светленькие места на верхних лепесточках. Краешек делайте не идеально ровный, они, лепесточки у ириса такие вот могут быть прям волнистые, красивые, изгибаются, прям как юбочка такая вот по краю. Какие-то фиолетовым темным намечаем теневые части на лепесточке. Тень подчеркнули. И также вот этот передний верхний лепесток. Наносим мазочек, протираем мастихин или так этот сам растягиваем к середине. Смотрите, у него, у этого верхнего лепестка, извиняюсь, есть такая вот посередине прожилка. И там у нас будет, получается, такая четкая граница вот этого как бы такого фиолетово-розового, да, и светлого. Вот мы намечаем светленьким и растягиваем ее к краю лепестка. То есть у нас должно быть, получается, правая часть этого лепесточка более освещена, левая часть более в тени. То есть вот эта тень, она будет вот этот фиолетово-розовый светленький.
У основания он более темный. Вот, показываем. Вот получился, видите, вот это вот такая граница. Мастихин. Взяла другой уже, более маленький, остренький. Там какой-то лепесточек виднеется, кусочек за этим большим. И начинаем наносить. Также все наносим по направлению к серединке. Светлые места по краю у него такие вот. Они могут быть вообще разнообразные, разных расцветок. Такие очень красивые. Поэтому как вот вы нанесете, так они и вполне могут быть. То есть ошибкой не будет. Главное направление, в правильном направлении двигайтесь, иначе это не совсем будет похоже на лепесточек. Слегка меняя угол мастихина, видите, можно сделать более, заострить кончик листика. Торцом мастихина белой красочкой провела эту вот прожилочку. Там у основания у нас еще потом будут где-то желто-оранжевые тычинки, которые такие вот красивые, у них пушистые. Где-то мигаем чистым розовым хинокридоном по фиолетовому, по белому. Так вот делаем разнообразие интересное цвета. Более сложные такие вот оттенки. Также правый лепесток. Внизу он у нас более светленький будет, нижняя его часть. Верхняя останется такая вот темная, чуть-чуть выделим. На верхнем лепестке кое-где попадает прям такой основной цвет, свет наносим белым. Не полностью его перекрашиваем в белый, а какие-то вот удары наносим. На том лепесточке, который сзади, тоже кое-где по краешку. Совсем немножко аккуратно белил наносим. Не забывайте оставлять интересные такие рваные края. Нижний чуть-чуть высветлим. В основном это так вот кончики, краешки цветочка. Вот чуть-чуть белым пошире у основания лепесточка. И дальше торцом мастихина тоненькая линия идет. И на вот этом широком месте, где мы белый нанесли, мы наносим уже оранжевые вот эти наши тычиночки. На кончик мастихина набираем оранжевый и прям пастозненько его так вот укладываем туда. Оранжевый и плавно потом спускаемся желтеньким. Вот так же на торец мастихина набираю белую красочку, у них там есть такие белые прожилки бывают. И вот постукала в красочке, буквально вот такими постукиваниями набрала ее. И также ее постукиваниями перенесла на холстик, на лепесточек. И немножко, соответственно, на правый. Вот здесь будет на дальней стороне этого лепесточка самый краешек светленький, а так вот он остается темный. Подчеркиваем еще вот этим мастихином, он более такие ровные края дает, потому что у него у самого мастихина ровные краешки, и у лепестков тоже, у листов более ровные получаются. Где-то подправляем их. Где-то желтенького там добавляем, как бы зелень мерцает. Немного белилок еще на верхний лепесточек. Но уже такими не пастозно, а как бы нанесли и слегка его растянули к
к серединке этого лепестка, к этой прожилке нашей. Растушевываем слегка этот темно-розовый, который он переходит, вот это внизу он загибается, да, получается, и сверху он светленький такой розовый, да, на солнышке, а внизу там тени будет более темный розовый. Белилки наносим одним движением, чтобы они сильно не смешивались с фиолетовым. И также постоянно мастихин не забываем, протираем. Также такие же тычиночки на втором лепесточке. Оранжевый, потом желтенький. Где-то смягчаем белила на заднем том светлом лепесточке, чтобы четкой границы вот этого мазка не было, слегка растушевываем. Аккуратно, аккуратно. Такие ирисы у нас получились. Смотрим поближе. Вот такая красота получается мастихином. Желаю вам творческих успехов, друзья. Я уверена, у вас все получится. И до скорой встречи. Пока-пока.